О качестве того оружия, которое отправляют, уже заговорили, в том числе и Нью-Йорк Таймс. Украина заплатила подрядчикам сотни миллионов долларов за оружие, которое не было доставлено. А часть широко рекламированного оружия, подаренного ее союзниками, была настолько ветхой, что ее сочли годной только чтобы разобрать на запчасти. Киев заплатил за все время военного конфликта поставщикам оружия более 800 миллионов долларов за контракты, которые остались полностью или частично не выполнены. Настолько вот ли заинтересованы эти партнеры в том, что Украина победила, как они нам заявляют? Ну, стратегически заинтересованы в том, чтобы, скажем так, Россия проиграла. Я бы заменил фразу «Украина победила» в их глазах на фразу «Россия проиграла». Это немножко разные вещи. Вот в этом они заинтересованы. Что касается того хлама, который они пытаются сюда сбагрить, тут же смотрите, как у них замечательно. Хлам сбагривается. Да? Очищаются склады для новых заказов современного уже оружия. Дальше. Деньги закладываются в бюджет. Но они же говорят своим законодателям: смотрите, мы же оружие-то отдали, у нас оружия нет. Нам надо сейчас восполнить запас. Законодатели голосуют, говорят: да, конечно, надо. И тратятся деньги. Эти потирают руки. Военно-промышленный комплекс потирает руки. НАТО потирает руки. Америка потирает руки. Плюс, вы же понимаете, мы с вами обсуждали, что расходы на войну контролировать в принципе-то невозможно. Ну как вы посчитаете, сколько снарядов взорвалось, сколько не взорвалось? Сколько пуль улетело, сколько осталось? Сколько мин, сколько танков? Танков еще ладно, там, если их 300, то как-то посчитать можно. А снарядов? Кто-то из натовцев говорил, что в день наши войска выстреливают 7 тысяч снарядов. В день! Не в месяц, в день! Это не просто колоссально, это цифра, которой никто никогда не слышал, что так бывает. Так вот я к чему. Представляете, как можно надуть эти расходы? Написать, что поставил 100 тысяч снарядов, поставить 40. Разницу за то, что приемку подпишут, поделить или там откат дать. Что, вы думаете, так не происходит? Происходит. Вы о виллах военкома рассказывали. Скоро вскроется, сколько у генералитета вилл появилось. Не у них самих, а у дочек, у сыновей, у тещ, у собачек, у друзей каких-нибудь. Там. Сейчас все чаще возникают в средствах массовой информации, плюс вот на ТикТоке наши военные публикуют там видео, где ругают там много из этого оружия. Говорит, что отправили заведомо не рабочее и так далее и тому подобное. То есть обманывают даже в этом. Для ВПК это манна небесная. Это сверхдоходы на несколько ближайших лет, которые обязательно им выплатят. Поэтому они тему войны будут педалировать и поддерживать. Все, кто тесно связан с военной экономикой, просто балдеют от того, что творится в Украине. Им глубоко все равно, сколько людей погибнет. Вы абсолютно правильно сказали, а в чем они заинтересованы тогда? Они заинтересованы в наживе, наверное, в стратегической, как они считают, победе над своим противником. Для них это важно. Они считают, что таким образом они удержат однополярный мир, который на самом-то деле уже разрушился, его нет. А чем расплачивались кто? Украина? Украина, да, если бы ее приняли. Мы с вами уже это обсуждали. Ее не примут в НАТО, мы с вами говорили об этом в самом начале цикла наших программ. Тогда я говорил о том, что воюющая страна в альянс не войдет. И вообще не для этого Украина там. И вообще война в Украине не для этого. Не для того, чтобы ее принимали в НАТО. Для других целей. Поэтому все это чушь. И недавно эту чушь подтвердили уже. Вернее, в смысле, официально опровергли, что да, пока не войдет. И уже даже Зеленский сказал, что пока еще не войдет. Поэтому не войдет. Это раз. Два. Если, как кто-то полагает, думаю, на Западе, то расплачиваться Украина будет своими обязательствами, которые она подписывает, и о которых не говорят в наших средствах массовой информации. Слово «помощь» — это просто красивое слово. Это как либерально-демократические ценности. Когда копнешь, какие ценности? Вы что? Оставьте их у себя, эти ценности. И их и цените у себя там где-нибудь глубоко
портмоне. Так и с этими терминами. Помощь. Помощь — это когда бы они собрались, да, привезли Украине. И тогда вот, после Майдана, столько денег, сколько могло бы помочь развитию экономики. Не войны, а экономики. Вот это была бы помощь. Они же этого не сделали. Инвестиции в Украину после Майдана нулевые. Инвестициями начали называть займы, чтобы хоть как-то циферку красить. Займы называли инвестиции. Либо внутренние кап-вложения внутренних собственников тоже называли инвестиции. Но я к чему веду? И то, что сегодня дают, это не помощь, это долги, в долг. Потом попытаются предъявить претензии. Ну, посмотрим. Хотела также отметить, что обозреватель Питер Ван Бурен, это бывший сотрудник дипломатической службы США, рассказал американскому изданию, что Штаты нацелены получить как можно больше выгоды из конфликта. И что он пишет в своей статье. Возможная золотая лихорадка в восстановлении Украины представляет собой интерес дополнения к стратегии Байдена по борьбе с последним украинцем. Это его слова из статьи. Чем больше разрушено, тем больше нужно восстанавливать, что дает больше денег американским компаниям. И Нью-Йорк Таймс предполагает, что рынок, условно скажем, восстановления прогнозируется в 750 миллиардов долларов. Вот ведь разве помощь, она предусматривает какую-то выгоду? Американская помощь всегда предусматривает выгоду. Она не может, иначе нет помощи. Как там, нет бога, нет бренди. У них все в этом смысле очень четко. Там нет эмоций, там нет лирики, там нет соплей. Это Америка. Оно поэтому и Америка, что там нет соплей, нет эмоций. А людей на земном шаре много. Но я поставлю 3 точки. Понимаете, о чем идет речь. А территорий меньше, особенно таких классных, как наша. Понятное дело, что участие в тех или иных тендерах даст возможность зарабатывать. Понятное дело, что необеспеченный доллар получит свое обеспечение, если его печатать под восстановление. Каждый раз можно ставить того министра обороны, который говорит о том, что украинский народ делает то грязное дело, которое мы бы здесь никогда не хотели делать. Вот. Все очень просто и все очень честно он излагает. Но я заявлял здесь, в США, что, знаете, смелый украинский народ делает грязную работу такого рода, которой мы никогда не хотели заниматься здесь, в США. Вот почему нам следует продолжать всячески поддерживать вас тем, чем мы можем, будь то боеприпасы, оружие, разведданные и так далее.